Гражданский брак придумали мужчины, чтобы не жениться. Полный кайф. С одной стороны, секс, борщ и рок-н-ролл, с другой – ноль ответственности и статус свободного игрока. У женщин же в гражданском браке обязанности, бесправное положение и роль залушки жертвы, которая остается ждать принца, а тыква никак не разродится в карету. По другой версии, гражданский брак – это прелюдия брака официального, разминка перед регистрацией, проверка бытом своих чувств на прочность. Мы знаем десятки примеров, когда люди создают полноценные союзы, не регистрируя брак, рожают детей, живут долго и счастливо. Но все счастливые семьи похожи друг на друга, поэтому поговорим о гражданском браке, где что-то пошло не так. Почему только 20% гражданских браков регистрируются? Рассмотрим скрытые мотивы женского деструктивного поведения в гражданском браке. Мотивы, которые не осознаются. Вот 5 причин неустойчивости этой лодки. 1. Алекситимия. Когда женщина не способна распознать свои чувства. Она не то чтобы не любит партнера, просто не знает, что испытывает на самом деле. Чувства есть, но она не знает, как они называются, и привыкла не замечать их с детства. Такие женщины рационализируют и склонны к психосоматическим заболеваниям. Мужчину выбирают логически, взвесив все плюсы и минусы. Например, Ласков, лучше бывшего, больше зарабатывает, опрятен, любит кино и не пьет. Этого достаточно. И вот они снимают жилье на двоих, летают в отпуск, ходят на концерты, регулярно занимаются сексом. Отношения партнерские. Женщина тщательно предохраняется, потому что ставит карьеру на первое место. Часто выбирает мужчину инфантильного, который плохо представляет перспективы отношений. Рано или поздно происходит разрыв. 2. Отсутствие готовности к серьезным отношениям. Негативный опыт, полученный в родительской семье. Девушки из дисфункциональных семей, отсутствие одного из родителей, жестокость, насилие, алкоголизм и т.д. Мама, например, становилась спокойной только когда папы не было рядом. На бессознательном уровне такой ребенок боится повторить опыт родителей. Она будет рассказывать о желанности брака и необходимости семьи, но на уровне действий минус отталкивать мужчину. Читайте, не сошлись, почему мы вступаем в брак с неправильными людьми. 3. Эгоизм. Страх, что это не он. Единственный минус половинку. Цена ошибки велика, поиск идеального мужчины затягивается на годы.
Она не доверяет своему выбору и сравнивает партнера с молодыми людьми и подруг, отцом, дедом, героями книг. Реальный человек всегда проигрывает идеальному, стереотипам, полученным от бабушек, мам и кинофильмов. На первом месте у такой женщины собственная идея, собственные представления, она сама. Эго. Партнер не важен. Он не подойдет в любом случае. 4. Созависимость. Похоже на предыдущий вариант, поскольку и здесь главная причина – эгоизм, только в данном случае он диктует быть хорошей. Хороши для всех. Желание во всем нравиться мужчине, угадывать его чувства, угождать. Это такой изощренный способ контроля, и если ко мне хорошо относятся, значит, я хороший и достойный любви. Такие женщины не знают, что чувствуют на самом деле. Большую часть времени они в режиме стенд-бай и включаются, когда кто-то проходит мимо. Самое страшное – остаться наедине с собой. Они чувствуют себя никчемными, эмоционально паразитируя на партнерах. Питаются отраженным светом. Доминирующий мотив в отношениях – страх потери. Годами ждут предложения руки и сердца, намекают и манипулируют, демонстративно обижаются, но, если мужчина заведет серьезный разговор, спасуют и переведут в шутку, опасаясь негативной реакции. Пять. Самообман или вторичная выгода. Когда пребывание в гражданском браке выгодно. Статус гражданской жены, свободной женщины создает материальные или психологические преимущества. Например, женщина продолжает получать финансовую помощь бывшего супруга. Или флирт является приоритетным способом манипулирования и получения результатов. 1. Сексуальная гармония. Это фундамент. Секса должно быть достаточно. Ни много и ни мало, равно столько, сколько нужно конкретной паре. Он может существовать в любых формах, если обоим комфортно и безопасно. 2. Эмоциональный баланс. С человеком должно быть спокойно и устойчиво, молчать, говорить, спорить, быть рядом, сохранять дистанцию, пребывать в одиночестве, уважать одиночество партнера. Саморазвиваться и нуждаться в развитии партнера. 3. Общность целей. Согласованный взгляд на совместную жизнь, карьера, материальная ответственность, разделение обязанностей, готовность к компромиссам, регистрация брака, рождение детей, их количество и т. Д. Гражданский брак затягивается, когда в паре неочевидны цели, они не проговариваются, различаются или умалчиваются одним из партнеров. Универсальный способ действий во всех примерах – тотальная честность перед собой. Под одеялом, зубами к стенке нужно самой себе проговорить, для чего мне эти отношения, нуждаюсь ли я в них или боюсь быть одной.
И вот еще что. Если бы все, что происходит между мужчиной и женщиной, было рационально, то люди действовали бы правильно, влюблялись, встречались друг с другом, занимались сексом и вступали в брак вовремя. Но человечество бы вымерло, решив, что рождение детей нерационально. Слава Богу, люди испытывают оргазм и поступают импульсивно. Слава Богу, есть любовь. Владимир Дашевский, частно практикующий психотерапевт, кандидат психологических наук. Dashevsky.ru официальный аккаунт эксперта Facebook, www.facebook.com/dashev/фото, Элина Сазонова, Get Images.